Друзья, скажите, считаете ли вы большую часть предметов в вашей школе нужной для изучения? Или все же есть ряд предметов, от которых вы бы избавились и внедрили вместо них новые? Давайте-ка разберем некоторые предметы, которым в школах не придают особого значения. И попытаемся понять, стоит ли их внедрять в нашу школьную систему. Лидерство, поведение в организации и командная работа. Конечно, ребенок так или иначе еще в детском саду учится общаться и взаимодействовать с другими детьми, а затем продолжает это делать в школе и университете. Но как только он перестает учиться и начинает работать, у него все равно могут возникать трудности. Хотя детский сад, школа и университет отличаются по своей структуре и целям, у них есть объединяющий фактор – образование или обучение. Человек, привыкший постоянно следовать за кем-то, воспитателем, учителем, преподавателем, попросту теряется, когда он достигает нового статуса. Тогда приходится не только менять круг общения, но и учиться работать сообща. Как известно, к бизнес-успеху приводит дружная, слаженная и хорошо подобранная команда, а хорошим руководителем становится тот, кто умеет брать инициативу в свои руки и быть лидером. И хотя многие из нас, наверное, слышали о так называемых прирожденных лидерах, научиться ими быть тоже можно и даже нужно. Точнее будет сказать, научиться лидерским качествам. Ораторское искусство. Мы живем в эпоху, когда слово – это все. Нас постоянно слушают, мы постоянно говорим. Если у человека подвешен язык, он способен на все. От сдачи сложного экзамена до продажи самого непродаваемого продукта. Мастерство красиво изъясняться было в тренде всегда. У ораторского искусства и риторики богатое прошлое, а их истоки уходят вглубь многих веков до нашей эры. Искусство было популярно и в Древней Греции, и в Египте, и в Китае. А первым автором учебника по риторике был сам Аристотель. Обладать ораторским искусством значит уметь говорить убедительно, защищать свою точку зрения, уметь использовать верные психологические приемы в речи и приемы актерского мастерства. И да, мы можем тыкать на кого-то пальцем и говорить, что у него красивая речь в крови. Но этому искусству учатся, и оно приводит к огромным результатам. В числе топовых ораторов Владимир Ленин, Уинстон Черчилль, Барак Обама, Маргарет Тэтчер. И не все они обладали этим умением изначально. Кто-то этому учился целенаправленно и добился успеха. Нутрициология. Это не просто наука о питании человека, это еще и наука, изучающая и объясняющая полезные и вредные вещества, содержащиеся в разных продуктах и влияющие на наш организм. Чем раньше человек начнет понимать важность питания, тем меньше вероятность стать жертвой не самых приятных болезней нашей современности. И это особенно важно уметь донести до детей. Чаще всего они не придают большого значения правильному питанию, игнорируют советы взрослых и нередко портят желудки чипсами и газировкой. Психология и педагогика. Психология – нечто больше, чем наука об изучении психологических процессов. Психология бывает разная – общая, социальная, развитие, даже спортивная и психология управления. Знать психологию значит понимать других людей, уметь находить к ним подход, правильно вести себя в конфликтных ситуациях. Психология помогает везде. Знание общей психологии и психических процессов поможет помочь студенту найти свой способ быстрого обучения и запоминания. Знание социальной психологии – строить отношения с коллегами на работе. Психология развития – понимать детей и их поведение на определенном году жизни. Педагогика же способна научить детей правильно общаться с детьми и выбирать нужные методы воспитания, что способно помочь в будущем как со своими детьми, так и с племянниками или младшими братьями. Конечно, нет смысла изучать все области психологии не психологам, но современной школе бы не помешало ввести предмет, который включал бы в себя жизненно необходимые моменты науки о душе. Финансовая грамотность. Есть из вас те, кто считает, что лучше бы в школах вместо основ безопасности жизнедеятельности рассказывали, как грамотно распоряжаться деньгами и как вообще суметь выжить в городе. Что такое коммуналка, как заполнять квитанции и как делать любые другие необходимые платежи. Когда бывшему школьнику стукает 18 и наступает такая желанная вседозволенность, с ней приходит и куча взрослых проблем, а решать их часто необходимо в считанные минуты. А в школе, а может даже и в семье, детей этому никто не научил. С деньгами не все умеют обращаться. Кто-то моментально тратит всю зарплату, толком даже не понимая, на что и куда ушли все деньги. Кто-то откладывает и копит, но сам не знает, на что и зачем, и по сути не живет, потому что считает каждую копейку. Найти баланс в финансовом мире тоже задача не из легких, и было бы проще, если бы нас этому учили еще до того, как у нас появилась работа и личные средства. Развитие креативного мышления. Уж чему-чему, а креативно мыслить современные
современная школа не учит, а заставляет детей учить одни и те же предметы по одной и той же схеме, которой должны придерживаться абсолютно все. Конечно, существуют пока еще творческие предметы, такие как ИЗО или музыка, но они не позволяют в полной мере развивать свою креативность, что не очень хорошо для современного ребенка и даже взрослого человека. Ведь креативный мыслитель всегда находит пути решения проблем, пусть и не всегда обычными способами, а это помогает и при учебе, и во время работы. Кроме того, психологи утверждают, что креативность позволяет повысить самооценку, креативное мышление позволяет нам создавать, а это повышает самооценку и значительно уменьшает проблемы, связанные с неуверенностью в себе. Помочь в общении. Люди, у которых есть проблемы с выражением своих эмоций из-за застенчивости или недоверия к другим, могут разговаривать без необходимости использовать слова, выражая свои эмоции через творчество и не копить при этом их в себе. Снизить стресс. Творчество и креативное мышление позволяет еще и отвлечь нас и забыть хотя бы на время о беспокойстве, которое нас терзает в данный момент времени. Облегчить отношения. Преимущества креативности позволяют лучше узнать себя и преуспеть в улучшении своих социальных отношений. В то же время творческие проекты, которые разрабатываются в группах, позволяют укрепить связи между людьми, которые являются его частью. И, наконец, критическое мышление помогает нам путешествовать умом. Творческие проекты помогают уйти от рутины и повседневных проблем, а также придумывать необычные способы решения этих самых проблем. Профориентация. Проблема выбора профессии – основная проблема старшеклассников. Подростки, которые учатся в 10-11 классе, зачастую просто не знают, что делать после школы и куда идти учиться дальше. Более того, это нынче не только подростковая проблема. Многие взрослые люди, уже даже состоявшиеся в какой-либо профессии, внезапно понимают, что то, что они делают, не приносит им радости и никогда не приносило. А виной тому давление нашего общества, в котором почему-то считается, что поступить после окончания школы нужно хоть куда-нибудь. Если бы детям на уроках давали информацию о представителях конкретных профессий, приглашали бы их на занятия, чтобы те рассказывали о своей работе из первых уст, водили бы на места их работы, то у детей было бы гораздо более четкое понимание того, чем бы они хотели заниматься в будущем. Логика. Почему-то данный предмет ушел из школьной программы, оставив следы только в школах СССР. Но ведь логика является ключевым инструментом всех рассуждений. Не только философы используют ее для мышления, но и математики для структурирования демонстрации и, конечно, любые другие ученые используют логику, чтобы перейти от гипотез к дедукциям, сформулировать теории. С помощью логики ребенок не только сможет лучше учиться, применяя логические навыки, но и где-то даже облегчить себе жизнь. Ведь чаще всего, когда мы о чем-то беспокоимся и нервничаем, это происходит на эмоциях. Но стоит добавить немного здравого смысла, как проблема перестает быть таковой. Остается только решение. А еще такой предмет, как логика, иногда требуется в качестве сдачи вступительного испытания в зарубежных вузах на ряде специальностей. Основы тайм-менеджмента. Мы живем в тот период, когда без грамотного управления временем в принципе невозможно нормально существовать. Помимо учебы и работы у нас есть и личная жизнь, и хобби, и какие-то свои дела, связанные с бытовыми вопросами вроде похода в аптеку, оплаты платежек, покупки продуктов и так далее. И человек, который не знает, как распоряжаться своим временем, скорее всего не сможет успевать самого важного, распыляясь на все подряд или же уделяя больше внимания ненужным вещам. Поэтому, когда ребенок достигнет того возраста, когда ему нужно будет не только учиться, но и работать, и при этом успевать отдыхать, он точно будет благодарен школе за основы управления временем. Половое воспитание. В нашей стране до сих пор боятся освещать данную тему. И очень зря. Вероятно, если бы современные дети знали об интимных моментах больше от специалистов, а не от соседских детей во дворе, то было бы куда меньше проблем в виде ранней беременности или наличия заболеваний, передающихся половым путем. Уроки полового просвещения есть во многих странах, причем не только в развитых, таких как страны Европы или Америки и Азии, но и даже в некоторых странах Африки. Почему же тогда Россия до сих пор боится ввести данный предмет в программу, если он сможет уберечь множество подростков от необдуманных поступков, психологических травм, нежелательной беременности и инфекций?